I got a Russian friend. Hippie hooray, hippie hooray, hippie hooray. The good time is here, now. And I am the good one, and I'm a baby, and I refuse to be grown up. I refuse to be a man, and I refuse to be evil. I choose to be righteous. Me and my music make miracles and make magic and make science. We make reality. And what is not real, we get rid of it. We use negative, but we will never put negative in front. We put positive up there. Jah Rastafari. Жить здесь, в холодной Москве, и мечтать вот теми мечтами, которые мечтали ямайцы тогда, когда играли регги, невозможно. Но мы на то и созданы, чтобы невозможно претворить в искусство. И поэтому появился вот русский регги, который осторожно пытался именно вот в ритм, именно в вайб регги-музыки вложить интересные тексты. Именно тексты на русском языке, которые просто вот объясняли бы основы раста идеи. Я стараюсь искать какую-то позитивную музыку. Мне вот иногда не хватает, что русской музыки позитивной очень мало. Но имеет она либо поп-музыка, но я поп-музыку не могу слушать, потому что она слишком простая для меня. Поэтому, естественно, я слушаю зарубежных афроамериканских парней и девчат, которые прям меня радуют. Все-таки хочется немножко, чтобы в России появилось больше ритма у людей, больше вот этого ощущения жизни, движения, как бы, да, то есть чтобы не заморожено, а немножко разморозились все. Если говорить о культуре в целом, то, естественно, такой стиль музыки, как регги, который развит во всех странах мира, как и в Японии, и в Польше, я не знаю, всюду, естественно, он здесь тоже обязан был появиться. Просто постольку, поскольку невозможно, чтобы цифра 5 не появилась, например, когда считаешь до 10. Появился он здесь, конечно, скрипя сердце, потому что регги-музыка — это 100% музыка некоммерческая. То есть в основном люди, которые играют регги-музыку, это исключительно подвижники. Подвижники идеи, подвижники музыки, подвижники нового стиля жизни. Мой учитель по регги — это Саша Титов, это басист «Аквариума». Вот. Я к нему ездил, он мне объяснял, что такое one drop, что такое баблинг. Баблинг — это вот специфика игры музыкальных инструментов, чтобы был вайб. Регги, он создает вайб. Смотри, как растет трава, она не знает слова «любовь». Любовь. Я думаю, что именно «Аквариум», собственно говоря, и породил у нас всю эту регги-волну. То есть где-то уже к концу 80-х годов появилось какое-то количество у нас музыкантов, которые играли только регги, которые ходили с дредами и которые, насколько я могу судить, даже исповедовали вот эту самую растафарианскую религию. Только в книге жизни трава-ча. Аллилуйя. Только в книге жизни трава-ча. Аллилуйя. Говорят на Ямайке, иногда из-за травы стреляют, а у нас в Москве только теперь частенько стали всех обыскивать, а раньше... Люди, которые связывают себя с растокультурой, они, конечно, берут, например, вот этот обет ношения дреда. Вообще, вот как человек, живущий просто по-человечески, это испытание носить дреды. Yeah, man. You see, serial style. You see, Moscow City, baby. В России действительно это серьезное испытание, плюс как бы понятно, что это там относится к культуре раста, там Боб Марли и так далее и тому подобное, значит, органы тоже все там типа
сразу начинают по-другому смотреть на тебя с прищуром, и не только в России. Вот. Ну, это определенный путь, да, это как бы каждый выбирает для себя, то есть сложный путь, многие не выдерживают, вот, многие убирают дреды и все дела, ну, как бы, для кого как. Для меня это символ стабильности выбора, в первую очередь, символ, ну, то есть внутреннего стержня. И для меня это больше, чем просто регги-культура. Через наши руки прошли совершенно разные люди. Это, как правило, творческие, в основном люди, музыканты, художники, танцоры. Танцоров у нас вообще очень много. Процентное соотношение раста или тех, кто себя так может назвать по отношению ко всем остальным, гораздо меньше среди тех, кто носит дреды. Регги, рок-музыканты у нас есть. Молодые поклонники хип-хопа или начинающие хип-хоп-артисты сейчас превалируют. Просто стечение обстоятельств, случайностей и череда, она привела вот к тому, что я оказался здесь. Сейчас сижу перед тобой. Меня зовут Проф Пи, я пою регги. По ночам, днем я программист. Я слушал рэп. Я очень люблю рэп по сей день. И вот, собственно, через рэп я пришел к регги-музыке. Мне всегда нравилась рага-читка. И я думал, ну, блин, классно они так рэп считывают. Я тоже так хочу. И старался косил под это, там, 15 лет в школе. Потом я вдруг случайно услышал диск с Бобом Марли. Потом песня Snow исполнителя Инфама. Инфама, это все знают. Музыка — это моя миссия, и мне есть что сказать людям. И я хочу донести эту мысль для них, и это моя миссия, она послана Джаджа свыше. До сих пор жив расизм и нацизм, до сих пор жив эгоизм и сексизм. Кто-то не согласен слушать такие песни. Он считает, что регги-музыка, она типа сектантская, и я не буду ее слушать. Все думают, что это про камни, там, песочек, море, пальмы, песочек, солнце, позитив. Фу, гадость. И, такие песни тоже имеют место быть, но мне кажется, музыка — это хороший инструмент, чтобы доносить послание для людей. Поэтому, этим не стоит пренебрегать, стоит использовать этот инструмент правильно. Всегда популярно это будет массовый какой-то продукт, очень простой, который могут съесть все. И непопулярное будет что-то более глубокое, которое могут понять только те, кто хочет понимать. За пределы богемы, за пределы хиповой нашей общины эта культура никуда и не вышла. То есть я себе не представляю, скажем, какое-то регги на каких-то провинциальных и пролетарских городских окраинах. Я не представляю, скажем, гопников, исполняющих или балдеющих от музыки регги. Нет. Это все-таки ребята образованные, это хиппи, это такие вот экзотические романтики. Эта музыка по-прежнему очень сильно андеграундная, очень специфическая для людей, особенно для россиян, которые не понимают, что это за регги, что это за культура. Там еще рядом прикручена религия, растафарианство. Для них все это дико, неорганично, что-то такое непонятное откуда-то оттуда. И, в общем, да даже если не вникать, для них эта музыка просто для укурышей, наверное, да, каких-то. И хотя одновременно с этим я езжу, выступаю в Европе, и где-то в Осло, например, собирается столько людей. Это приличные люди, это не какие-то там хиппи или что-то еще. Это нормальные, обычные люди, такие же, как мы, которые работают, которые делают что-то. И они ходят на эту музыку, они знают все треки, они понимают, о чем эти треки. Регги-музыка, во-первых, слишком романтизирована в каком-то ключе, очень для меня грязным, негативным, не так, как музыкальный стиль, который основан на ритме и мелодии баса, а как что-то вот такое
светлое, и солнечное, и полуслепое, ослепленное этими солнечными лучами, не видящее, что происходит вокруг. Но регги — это музыка реальности. Все диджеи, все певцы всегда пели о том, что происходит у них вокруг. И, собственно, не строили иллюзий никаких. Каждый из них боролся. Любой там регги-звезда сейчас, он, может быть, ведет себя странно, но он бился за это дело. Начиналось все со ска, как и на Ямайке. Мы играли ска и ранний регги. Постепенно от групп мы перешли к более саунд-системному формату, к винилу и к выступлениям с микрофоном на пластинку. Это более свободный формат, более гетто-формат. На Ямайке он очень популярен, потому что доступен каждому. Если на Ямайке саунд-система это было коммерческое предприятие, в которое вкладывали бабки там, пивные бренды, и саунд-система боролась за публику, которая приходила, покупала пиво, и за счет этого саунд-система получала деньги там, от компании, от пивоварни, например, то в России это абсолютно другая история. Это история людей, которые просто горят этой темой и за свои деньги, за свои убеждения сами собираются, строят колонки, покупают аппаратуру. Если в общем говорить, саунд-система это колонки, скорее всего, сделаны либо своими руками, либо сделаны кем-то руками. То есть это не фирмачевый звук. Это собственная промо, это собственные селекторы, это собственные MC. От начала до конца, то есть такая творческая организация, которая занимается, по сути, продвижением тусовок. Я вспомнил. До этого ребята ездили на «Газели» и просто по городу и перемещались с саунд-системой и с колонками. Масса-бас. Да, да. Саунд-системы изначально были придуманы для регги-музыки, потому что в регги очень важна позиция баса, важен грув, и саунд-система позволяет весь этот грув и бас качественно, хорошо передать. Потому что в России саунд-система — это все-таки экзотика. А там где-нибудь в Британии там, раз в неделю в каком-нибудь клубе различные саунд-системы устраивают сейшн. Там уже все привыкли, что тусовка, значит, надо идти на саунд-систему. Как бы. А у нас саунд-система — это прикольно, ребята сами саунд-систему построили. Музыканты, которые, так сказать, глубоко в это влезают, всегда видят параллели между нашей страной и Ямайкой, потому что там сложно, там и у нас сложно. И люди, в общем-то, похожи, открытые. У нас все любят на улице танцевать и хорошую музыку послушать. Просто, видимо, так вот получается, что не всегда получается. Всем спальным блоком, всем буду голодать, всем братьям и сестрам. Original music. Белоснежный таун, в нем белоснежный Батман. Советский андеграунд вновь накрывает зима. Каждый знает, голова, всему голова, отложенные дела. Какое-то время, да, я вроде стеснялся всем этим заниматься. Песенки, Боб Марли, дреды, вроде это мне нравилось, но я понимал, что всем остальным вообще по барабану. А как любому человеку хочется всегда какой-то поддержки. Даже что-то сделаешь новое, покажешь своему товарищу, и он никак не может это оценить, потому что он не понимает это. Опять же, прошло еще сколько-то лет. Нашел я себе друга, скажем так, который наконец-то поддержал мои вкусы, и мы вот с ним начали раскручиваться. Как раскручиваться? Заниматься этой музыкой и примерно внедряться и понимать вообще, что такое регги, рагамаффин, дэнс-холл, и так далее. Я в регги для себя нашел то, что мне нравится. Мне нравится речитатив, вокал, и нравится, когда, по-музыкальней все. Регги содержит в себе и речитатив, это рагамаффин, вокал, если это рутс регги. И как бы само по себе регги — это живые инструменты, и всегда интересно. Спасибо,
висит. Времени нету у нас того, что выпустить. Двигаться к вечерам целям и значит жить. Ну, мы беложопые, я вот беложопый. Типа, какой нахрен регги там или рэп? Понятно, что вот те ребята, кто придумали это все, ну, у них все лучше, сочнее, мощнее, глубже. То есть у них прям, ну, это ихнее. А мы как бы каверим это постоянно. Мы пытаемся ремикс сделать, как-то пытаемся это под себя. И даже если мы очень стараемся и думаем, что у нас это офигительно получается, но это все равно не так, как бы у них все равно лучше. Но это не значит, что это как бы не стоит это забрасывать. Это значит, что как раз таки стоит всегда помнить о том, что ребята там делают очень хорошо. И делать здесь плохо, как бы ты вообще ты не можешь, ты негодяй, если ты так делаешь. Ты должен сделать либо хотя бы примерно так же, типа, но ни в коем случае, не хуже. Да, но учитывая все националистические настроения в нашей стране, некая ненависть ко всему, что приходит извне, это приходит очень сложно. То есть и люди это, конечно, воспринимают с опаской. Молодежь, конечно, легче, люди постарше, они, конечно, более консервативны и не воспринимают такую музыку. Вот. Но рано или поздно все поменяется. Люди зажаты в России, озлоблены, и еще какой-то регги вы нам навязываете. Зачем нам это нужно? Мы будем слушать русский рэп про подъезд, как все фигово у меня на севере, в городке, где живет 20 тысяч человек. Это намного органичнее, чем какой-то регги. И я буду один со своим регги сидеть здесь. Да, я буду думать, грезить о Ямайке. Как бы я сильно хотел туда поехать. У меня никогда не будет денег на это. Original step up on them keys. Bizarre women tell them this, you know. Well, if music be the food of love, play on the rhythm like a blessing from above. Select a put sweet rubber the hope. Me can't get enough. But if music be the food of hate. Я как сейчас помню, я приехал на дачу к друзьям, и там кто-то включил какой-то ямайский сборник, но это был уже не рутс, как у Боба Марли, а это уже был Рагамаффин. Я как сейчас помню, там был Буджу Бантон, Каплитон, Старый Сизла. И я говорю, что это? Что это за музыка? Как это звучит? То есть именно мощный вот такой вот голос подачи или вот такой вот голос. Хип-хоп, у них более или менее обычные голоса. А здесь были голоса именно, как сказал Раскар, как раскат грома. Здесь был очень жирный, насыщенный голос. И мне всегда этот голос цеплял очень сильно. Them call me mad, I miss a mad Russian. Mad man, I come feel like this session. Come follow me mad. Them call me mad Russian. Mad man, I come feel like this session. Yeah. What? Доброго воскресенья, драгоценные слушатели. Мегаполис FM 89,5. Старая добрая частота на ваших радиоприемниках. Передача Good Vibes в полном действии. Десант, Reggae Dancehall Jungle. С вами Степа Стайл и Мистер Кингстон с вами. У радио Мегаполис поменялся немного музыкальный формат, он стал шире. Теперь такие стили, как Reggae, Dancehall, Jungle. Также мы играем грайм, гараж. Стали вполне актуальны здесь. Но мы всегда хотели свою передачу, и вот у нас уже 2 года Good Vibes. Она идет в записи, потому что они боятся, что мы можем ляпнуть что-то не то. Бренд водки случайно может проскочить, или какое-нибудь там словечко про спонсоров. Мы относимся к этому с любовью. Мы любим эту музыку, она по-прежнему, как и 10 лет назад, зажигает меня, зажигает мой внутренний стержень, как подпитка от гейзера земли. Я взрываюсь, я очень люблю, прыгаю, играю. Да, давай. У меня есть, она меня заводит очень сильно. Я думаю, что у музыки регги очень большие перспективы. Именно почему-то я верю в то, что именно у рутс регги музыки будут перспективы, потому что то, что вот сейчас дансхолл, это, конечно, спорт хороший. Умудриться столько букв произнести, это замечательно, это прекрасно. Но это вот то, что я говорил, есть дерево, корни, рутс регги, есть
ствол, есть листочки. Вот как бы дансхолл — это все листочки. А существует roots регги, корневой регги, эти законы, one drop. Он был, есть и будет. Dancehall reggae music, listen to a band. Bang! It's evil. And I don't support anything that is evil anymore. They were using the word reggae to create evil. So they take the word reggae and put it into dancehall reggae, exposing naked sex. Work hard to achieve your goal. Work hard, not let no evil take control. Work hard, uplift your body and your soul. From progress to success, me roll. История дэнс-холла родилась еще в начале, даже в конце 60-х годов. Она началась, естественно, с регги-культуры. Развитие шло через ска-музыку, через рагамаффин, пришло потихонечку к дэнс-холлу. Это другие немного ритмы, они стали более быстрыми, читка стала другой. Рагамаффин был с более быстрой читкой и с более быстрыми темпами. Дэнс-холл стал более танцевальный ритм в плане того, что под него можно танцевать на вечеринках, собственно, как он и является сейчас. Это прям такой социальный танец, который основан на конкретных базовых шагах, который танцуют на вечеринках. На Ямайке проходят по 5 вечеринок в день где-то, и сама суть этих вечеринок в том, чтобы просто наслаждаться каждым моментом, собственно, жизни. Самое классное в дэнс-холле — это то, что ты, когда танцуешь, ты, во-первых, слышишь музыку дэнс-холла, в любом, каком бы ты настроении ни был, у них само пение, вокал идет, как будто бы они, улыбаясь, поют. Даже если они поют про Get Life какой-то, у них все равно идет через, какой-то позитивный вайбс, как бы, собственно, как и вся регги-культура. Дэнс-холл Queen может танцевать абсолютно все степы. Social, Badman, Bad Gal. И, собственно, и женский дэнс-холл. Все это вместе, сочетание еще и со сложной акробатикой. Это прыжки в шпагаты, это перевороты, это стойки на голове, на руках, сальтухи, все вместе взятое. И помимо этого, еще и бути-шейк, соответственно, тоже как часть, так скажем. Когда мы выходим в круги танцевать или просто на вечеринке, нам по кайфу просто качать обычные степы. Мы можем делать это в полножке, просто танцевать и enjoy the moment называется, да. А вот в Queen, так как на тебя смотрят 100 тысяч людей, да, в зрителях, нам надо и такую энергетику из себя вытаскивать, чтобы люди заряжались аж в 10-м, 100-м рядах. Dancehall Queen контесты проходят сейчас по всему миру, в каждой стране, в Европе, в каждой маленькой стране. То есть отдельно там Dancehall Queen Испании, Dancehall Queen России, Dancehall Queen Австрии. Все это иногда объединяется. Dancehall Queen Азия, Dancehall Queen Европа. Ну, естественно, самый высший ранг — это когда ты на Ямайке получаешь Dancehall Queen, это International Dancehall Queen. Для меня Dancehall — это просто неотъемлемая часть моей танцевальной жизни, потому что я занимаюсь очень многими стилями, но без дэнс-холла я жить долго не смогу. То есть, это часть души такой. Я бы сказал, что музыка регги, она дала один такой коммерческий гибрид под названием рагга. То есть это смесь ритма регги с хип-хопом и электронной музыкой. В этом стиле у нас, по-моему, выступал такой юный артист с хорошей семьи по кличке Децл. На самом деле регги и хип-хоп, они как бы идут бок о бок. Вот, то есть это такая культура одна в другую перетекающая периодически. То есть то уличная культура как бы Ямайки, а это уличная культура типа каменных джунглей. Вот, соответственно, они как бы друг друга дополняют. Straight up from Russia Federation, we're gonna raise it up like that, you see. Yo, надоело спать, надоело ждать, yo, надоело брать, надоело убегать, yo, надоело нервничать и кричать, yo, надоело... В России перспектива очень холодная, но с другой стороны, наблюдая за людьми, которые занимаются там регги-музыкой на Ямайке, наблюдая за тем, как они общаются, наблюдая за тем, как они себя ведут, наблюдая за тем, какие темы они затрагивают в обсуждениях, я понимаю, что они очень, в принципе, по духу близки к русским людям. Не знаю почему. Вот, в свое время на Ямайку самых нерадивых рабов свозили. Много джанглистов слушает регги-музыку, много рэперов слушают регги-музыку.
Рокеры тоже, наверное, слушают регги-музыку. Вообще странные понятия. Ну, джанглисты, рокеры, рэперы. Все, мне кажется, уже сегодня смешались. Хип-хоп пришел из регги. Джангл появился из регги. Грайм сейчас набирает популярность. Батлы, там, 140 BPM, там, Versus всякие. Все там Double Flow этот мочат. И такие все классные, здоровские. Гараж, там, стиль. Да, на всю современную музыку, мне кажется, регги в какой-то степени повлиял. Самый известный тречок Prodigy, Out of Space, с сэмплом Макса Ромео. On LSP's on my tooth, the blue sky's on my tooth, and the water's on my boot. The waterworks for Lee Scratch Perry, the firework for Lee Scratch Perry, and the fire Lucifer, the son of the morning, who is under my control. More fire. More fire. All right, you got it.